Шарль Перро. Красная шапочка. В одной деревне жила добрая, ласковая девочка. Мать и бабушка ее очень любили, да и каждый, кто встречал девочку, улыбался, увидев ее приветливое, хорошенькое личико. Ко дню рождения бабушка подарила ей такую нарядную и удобную красную шапочку, что девочка не расставалась с ней даже дома. Все так и стали ее называть «Красная шапочка». Однажды мама напекла пирожков и сказала: «Сходи, доченька, проведай бабушку, отнеси ей пирожков и горшочек масла, да узнай, здорова ли она». Красная шапочка сразу же пустилась в путь. Бабушка жила в соседней деревушке за лесом. Пошла красная шапочка по знакомой лесной тропинке и встретила волка. 3 дня он ничего не ел и был очень голоден. Захотел волк съесть девочку, да услышал, что рядом стучат топоры дровосеков, и побоялся. «Куда ты идешь?» – спросил волк девочку. Приветливо улыбаясь, красная шапочка ответила: «Я иду к бабушке, несу ей пирожки и горшочек масла». Красная шапочка не знала, как опасно разговаривать в лесу с незнакомцами. «А где живет твоя бабушка?» – спросил волк. «Домик бабушки сразу за мельницей», – ответила красная шапочка. «Собрала бы ты для бабушки хороший букет цветов, то-то она обрадуется», – сказал волк. Пока девочка рвала цветы и складывала их в букет, волк добежал до домика бабушки и постучал. Тук-тук-тук. «Кто там?» – спросила бабушка. Ей не здоровилось, и она лежала в постели. Тихим, тоненьким голоском волк ответил: «Это я, ваша внучка, принесла вам пирожки и горшочек масла. Дерни за веревочку, дверь и откроется», — крикнула бабушка. Волк так и сделал. Дверь открылась, волк тут же набросился на бабушку и проглотил ее. Потом он натянул на себя бабушкин халат, надел бабушкин чепец и улегся в постель, поджидая красную шапочку. Вскоре красная шапочка постучала в дверь. Тук-тук-тук. «Кто там?» — хриплым голосом спросил волк. Красная шапочка испугалась было, но подумала, что у бабушки болит горло, и сказала: «Это я, ваша внучка, принесла вам пирожки и горшочек масла. Дерни за веревочку, дверь и откроется». Красная шапочка открыла дверь и вошла в дом. Волк сказал ей: «Положи все на стол и приляг ко мне. Ты, наверное, устала». Девочка подошла к кровати и очень удивилась. «Бабушка, какие у вас большие руки!» «Это для того, чтобы крепче тебя обнимать, внученька». «Бабушка, почему у вас такие большие уши?» «Это чтобы лучше тебя слышать, дитя мое». «Бабушка, почему у вас такие большие глаза?» «Это чтобы лучше видеть тебя, дитя мое». «Бабушка, какие у вас большие зубы!» «Это чтобы съесть тебя!» — сказал волк и широко раскрыл пасть. Увидев страшную волчью пасть, красная шапочка от ужаса зажмурилась
и закричала, что было силы. На счастье, в это время шли мимо дровосеки. Услыхав крик девочки, они вбежали в домик бабушки и убили волка. Разрезали волку живот, и оттуда вышла бабушка, страшно испуганная, но целая и невредимая. Запомни, незнакомцам все рассказывать опасно, ведь сказка кончиться могла ужасно. Друзья, а вы знаете, что в русском языке есть особые суффиксы, которые придают значение ласки и уменьшительности? Например, ключ – ключик, карандаш – карандашик. Примеры этих суффиксов. Ик – словарь, словарик. Ек – ящик, ящичек. К – рыба, рыбка. Ок – друг, дружок. Йок – день, денек. Ец – пальто, пальтецо. Иц – варенье, вареньица. Очк – кисть, кисточка. Ечк – семя, семечко. Оньк – голова, головонька. Еньк – ночь, ноченька. Ишк – солнце, солнышко. Ишк – сын, сынишка. Ушк – мать, матушка. Юшк – воля, волюшка. А теперь найдите в тексте сказки слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. От каких слов они образовались? Ответы. Девочка, дева. Бабушка, баба. Личико, лицо. Шапочка, шапка. Пирожок, пирог. Доченька, дочь. Горшочек, горшок. Деревушка, деревня. Тропинка, тропа. Домик, дом. Голосок, голос. Веревочка, веревка. Внученька, внучка. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось, а также подписывайтесь на мой канал.